Коллеги мои дорогие, приветствую вас на моем канале. Добро пожаловать. Сегодня, пока у меня гаражные мои дела в процессе настройки, я купил гараж. Вот, пока там сейчас все наладится, настроится, я вот решил записать видео. Привез дочку в бассейн, пока она там плавает. Я вам расскажу, какая обстановка на рынке труда в Москве в 2022 году. Я год назад записывал видео, стоит ли ехать в 2021 году в Москву на заработки. Ну, каждый год ситуация меняется, парни. И ситуация меняется, к сожалению, к нашему сожалению, далеко не в лучшую сторону. Не в лучшую, понимаете? Вот с каждым годом все хуже и хуже, и хуже, и хуже, и хуже, и хуже. Вот я 8 лет в Москве, я 8 лет назад приехал сюда. Я зарабатывал столько же, сколько и сейчас я зарабатываю. Понимаете? Я тогда, 90, 100, когда 110. Сейчас то же самое. Те же деньги я зарабатываю. Но 8 лет назад 100 тысяч. Это было 3000 долларов. А сейчас это 1000 с копейками. И доллар, я хочу сказать, он тоже обесценивается. Они сейчас там станок включили, американцы, и печатают без конца. И инфляция, доллар тоже кушает нормально. Я уж про наш рубль и молчу. Про наш рубль и говорить уж нечего. Поэтому вот с каждым годом теряет вообще смысл ехать на заработки в Москву, парни. У меня есть телеграм-канал, кто не подписан, коллеги, ссылочка под видео. Обязательно подпишитесь, мы там общаемся. Там одни сварные, мои коллеги, все сварщики. И я вот общаюсь там с регионов, ребята пишут. Зависит, конечно, очень сильно от региона, смотря где вы там проживаете. Вот ребята недавно с Перми писали. У них там 60, 70, а то и 80 можно сварщиком заработать, понимаете? Ну какой смысл человеку ехать в Москву, снимать тут жилье? Это вообще бессмысленно. Да я и сам сейчас хотел бы, чтобы как можно меньше стало сюда ехать людей на заработки. Понимаете? Вот со Средней Азии ребят уже, с Узбекистана, с Таджикистана их все меньше и меньше. Потому что раньше он зарабатывал 2-3 тысячи долларов, а сейчас он тысячонку, понимаете? И то с натягом. Какой ему смысл сюда ехать? Непонятно. Москвичи здесь сварщиками работать не пойдут. Поверьте, они не пойдут работать сварщиками. Тут на строительных работах только работают приезжие. И когда станет дефицит кадров станет, когда он будет месяц, два, а то и 3 будет искать сварщика, он тогда подумает, что надо бы зарплату, наверное, поднять. А они сейчас на расслабоне, им кайф, конечно, то он 3000 зарплату вынужден был платить, а сейчас тысячонку отдал и радый. И знаете, чем они мотивируют это? Я же общаюсь с работодателями. Они говорят, у нас вот наша продукция, она вот как стоила, так и стоит. И это все фигня, поверьте. Я же вижу, сейчас, это раньше можно было рассказать, когда не было интернета. Мы не знали, почем он продавал, да? А сейчас-то это все видно, как на ладони. Открыл сайт и, пожалуйста, смотри, почем твоя продукция продается. Продавалась тогда и сейчас. Они, поверьте, они не забывают. Несколько раз индексация в год проходит цены на продукцию. Поэтому, парни, в 2022 году стоит ехать в Москву только тем, у кого вообще капец в регионе. Вот там, я знаю регионы, там 15 тысяч зарплата в месяц у сварщика, у мужика. Знаете, есть такие регионы. Вот оттуда, да, можно поехать. И то, как вам сказать, если у вас семья, и вы хотите с семьей ехать, это сложно. Это надо тогда работать вдвоем, как минимум. А если ребенок есть, ребенка куда? Это пока его пристроишь, понимаете? Можно снять квартиру с семьей, но квартиры имейте в виду. Вот я сейчас живу в квартире, вот где я живу в районе. 8 лет назад двухкомнатная квартира в новостройке, такая хорошая квартира, метров 60, сдавалась 20-25 тысяч. Это полностью с мебелью. Если 25 тысяч, это там евроремонт, там заходи, там все блестит и сияет, понимаете? Там стиралка, кухня, холодильник, заходи и живи, ни о чем не парься. Сейчас такая же квартира 40 просят уже, понимаете, 40. Ну какой смысл работать за 100 тысяч, 40 отдай за квартиру, еще пусть тебе надо поесть, еще на проезд надо, что-то одеться, обуться. Вот такая вот ситуация неутешительная. Поэтому надо создать дефицит на рынке труда. Пока дефицита не будет, никто нам зарплату не поднимет. Коллеги, я вас хочу призвать подписываться на канал, потому что вот недавно была прямая линия Путина, да, он отвечал на вопросы. И там я обратил внимание, что там были аккредитованы блогеры, понимаете? И чем больше у меня будет подписчиков, я смогу тут до той пресс-конференции мне доехать, полчаса, и я буду там.
Я послушал, какие вопросы Путину задают. Ну, я не знаю, как они там, наверное, специально отбирают, чтобы ему такие вопросы не задавали. И у меня вот такое ощущение, что он оторван от реальности, вот наш президент, что он там живет в своем мире, он не понимает, что происходит. Он говорит, а я его слушаю, у меня вот волос нет на голове, у меня и те волосы, которых нет, и те начинают шевелиться, понимаете? Он говорит, у нас в этом году рост ВВП на столько-то процентов, доходы населения растут. Я как слушаю, думаю, господи помилуй, у кого растут эти доходы? Может, у олигархов, которые там вокруг него крутятся, и растут доходы? Но у нас, у простых работяг, они не то, что не растут. У нас за 8 лет, за последние, вот я, которые в Москве, меня нагнули в 3 раза. Понимаете, я зарабатывал $3000, сейчас зарабатываю $1000. И плюс ко всему, цены растут невероятными темпами, просто невероятными. Вот с тех пор, вот 8 лет назад, ну раза в 3 все было дешевле, раза в 3, понимаете. И продукты, я уж не говорю об автопроме, я уже забыл и мечтать, чтобы машину себе какую-то поновее купить. Они сейчас машины как самолеты стоят. За одну машину можно в регионе 2 квартиры купить, новую, понимаете. Ну это жесть. Я помню, в 2008-2009 год. Помните вот это вот Volkswagen Polo седан, тогда они только запустили у нас где-то под Питером их делают. И только их запустили в продажу седаны. Раньше Polo были, они хэтчбеки были, а их стали делать седанами. И с моей работы, я тогда в Липецке работал на машиностроительном заводе. Мужичок один купил этот новый. Он за него отдал, по-моему, 600 тысяч за новый Polo седан. Сейчас за этот же Polo седан Volkswagen долбанный просят 2 400 000. Вы представляете, ну это жесть какая-то. Что творят, кто их будет покупать, непонятно. И сейчас будут одни продавцы, а покупателей нет. Также и квартиры в 2 раза подорожали. Подорожала недвижимость в Москве в 2 раза, понимаете. Вот я в которой квартире живу, двухкомнатная, когда я приехал, она стоила 4 миллиона, 4 200 000 можно было ее купить. Сейчас такая же квартира стоит 8 миллионов, понимаете. Я 8 лет назад за 8 миллионов мог купить в Москве квартиру, причем рядом с метро она была бы, в хорошем районе. Вышел с квартиры, зашел в метро, поехал куда надо, понимаете. А сейчас я даже уже не интересуюсь, почем они там эти квартиры в Москве продают, там какие-то невероятные суммы, какие-то космические. Там, они вот, знаете, ипотеку одабривают. В регионах там, по-моему, 3 миллиона максимум денег дают в ипотеку, или 4. А в Москве и в Питере там 8 или 10. И уже за 8-10 в Москве ничего не купишь, понимаете. Это все фигня, эти ипотеки. Никакую квартиру за 8-10 миллионов в Москве не купишь. Они вон сейчас рекламу еду по Москве, реклама, ну рекламные щиты, застройщики. Новый микрорайон в Москве, покупайте квартиры. Квартира от 10 миллионов 500 тысяч. А если написано от 9 миллионов 500 тысяч, значит это самая дешевая квартира-студия. Там метров 25 будет, а то 30. 30 это хорошо, а то и 25 метров. Это такая конура за 10 лямов. Капец, парни. Поэтому лучше сейчас не стоит в Москву, мне кажется, не стоит. Не те уже деньги, не те заработки. И зарплата расти не предвидится. Только вот если дефицит создать, реальный дефицит, чтобы не было, вот ему надо 10 сварщиков, а их нет. Нету их, понимаете? И что ему делать? Он 100 тысяч предлагает, а ему говорят, да пошел ты нафиг со своими 100 тысяч, понимаете? Вот так надо. И он тогда репу почешет, скажет, да, придется предлагать 150, а то и 200. Вот так, таким только путем. Причем я хочу сказать, чтобы сравнялась моя зарплата 2014 года с зарплатой, которая сейчас, я должен 250-300 получать уже, понимаете? Чтобы хотя бы сравняться с уровнем 2014 года. Да, не меньше. А их нет. Вот и выживаем как можем, парни, выживаем. Еще я хочу сказать, коллеги, можно в Москве зарабатывать и 250, и 300 тысяч. Можно. Это есть всего лишь один профиль, по которому может сварщик столько денег заработать. Но для этого должны быть несколько условий выполнены. Первое. Вы должны быть желательно молоды, не как я, 50 лет, понимаете. Молоды, до 40 лет желательно. Здоровые должны быть, потому что работа такая, надо будет вкалывать.
должна быть машина, любая, какая ездит, чтобы она ездила. И набор инструмента. Сварка, болгарка, перфораторик, понимаете, ключи там. В этой сфере можно зарабатывать 250-300 легко. Какая это сфера? Это услуги населению. Приехали, дали рекламу в интернет, тут же начали вам звонить. Звонить начнут, поверьте, потому что в Москве тут вечная стройка, она никогда не заканчивается. Всегда сварщики хорошие в цене. И причем вы должны быть хорошим сварщиком. Вы должны уметь трубы, варить трубы уметь в труднодоступных местах. Я имею в виду в квартире переварить стояки, поменять батареи. Все там на сварке делается, ни на резьбах. Все надо варить, понимаете? Надо варить там какие-нибудь задвижку поменять, там где-то авария, там вам позвонили, приехали, раз быстренько сделали, уехали. Это ж работа такая, понимаете, тоже собачья. Это я ж работал 4 года так, пацаны, это капец. Это вот, чтобы поменять батарею в квартире, это надо туда поехать, на осмотр. Ты приезжаешь, делаешь осмотр. А поехать в Москве, это сами знаете, если там на другой конец Москвы, ты будешь 2 часа только ехать туда, и то и 2,5 по пробкам. И столько же будешь ехать назад. Приезжаешь, осмотр делаешь, договариваешься за стоимость, посмотришь, какие тебе нужны запчасти. Ты должен обязательно приехать в квартиру, чтобы у тебя уже все было с собой. Если у тебя какой-нибудь фиговинки одной не будет, это капец, понимаете? Это останавливается работа, а там же они договариваются, приходят сантехники местные, отключают стояки, сливают воду. И никто там тебя не будет ждать, пока ты поедешь, там купишь какой-нибудь отводик или там какой-нибудь переходик, понимаете? У тебя все должно быть с собой, даже с запасом, потому что бывает вылазят непредвиденные какие-то запчасти. Приехал, сделал и уехал. И чтобы туда доехать, я вот выезжал, когда у меня работа здесь в Москве, я выезжаю до 6 часов утра, чтобы проскочить до пробок успеть. Вставать приходилось часов в 5, понимаете? В 5 утра встаешь, до пробок проскакиваешь, зато ты раньше начинаешь работу. Ты за день успеваешь сделать там 5-6 батарей поменять. А сейчас батарею поменять, я бы меньше чем за 8 тысяч не взялся менять батарею. Вот считайте, 6 батарей поменяли, 6,8, 48 за один день. 48 заработали и уехали. А еще в этой квартире могут и стояки попросить переварить. Так можно зарабатывать. Но, опять же, повторюсь, надо выполнять все вот эти условия, которые я ранее перечислил. Ну и кто самый терпеливый из вас, коллеги, ну, кто из вас смог вытерпеть меня и досмотреть это видео до конца, дам еще информацию, какого рода. Вот предприятие, где я работаю, да, оно будет набирать сейчас сварных. Если вы хорошо владеете полуавтоматической сваркой, полуавтоматом, если вы ни разу полуавтомат не держали в руках, лучше не пытайтесь. Тут надо варить хорошо. У нас толстые металлы, 500-амперные полуавтоматы, понимаете? Надо варить на больших токах уметь, от 300 до 400 ампер, средние рабочие напряжения. Если вы уверены в себе, значит, под видео ссылочка на Telegram, пишите мне в личные сообщения. Мое предприятие, сказали, будут набирать человек 20 сварных надо. Если надо жилье, у них там есть и общага на территории, можно прям жить прям там. Там есть столовая, душевая, все четко, понимаете? Если вы там с такого плохого региона, где нет вообще заработков, то можно приезжать смело. У нас, причем предприятие такое, у вас будет официальное трудоустройство, соцпакет, соответственно, отпускные, больничные. Вот такая вот информация, парни. Ну, все, что хотел, коллеги, я до вас донес, все рассказал. Я не отчаиваюсь, парни. Тяжело, ну что делать? Ну что ты с этим сделаешь? Ну не пойду же, я не возьму с автоматом отвоевывать наше право на большую зарплату, да? Ну что я с этим сделаю? Подписывайтесь. Чем больше у меня подписчиков, тем больше дверей передо мной откроются. Я смогу попасть на пресс-конференцию Путина даже и задам ему вопрос. Скажу: Владимир Владимирович, ну сколько над нами будут издеваться, над простыми работягами? Ну мы самый незащищенный слой населения, понимаете? И вот нас как хотят, так и нас нагибают. И уже десятилетиями это продолжается. И чем дальше, тем хуже и хуже, и хуже, и хуже. Уже сил никаких нет. Парни, остаемся на позитивной волне. Главное не отчаиваться, не унывать. Я пережил 90-е года, пацаны. То, что сейчас, это фигня. Все, давайте, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, оставляйте комментарии, пацаны. Всем пока, всех обнял.
До встречи в следующих видосиках. Пока!